Всех приветствую, дорогие друзья, на канале FakeMaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Приглашаю вас прослушать следующую новостную неделю по таким играм, как Евротрак Simulator 2 и American Truck Simulator, та же платформа Trackers MP. Вы когда-нибудь задумывались о том, можно ли применить ваши навыки вождения в виртуальной реальности в реальном мире? Тогда наш новый выпуск Saints Row для вас. Присоединяйтесь к нам в путешествии в Ошаву, Онтарио, Канада, где мы посетим Академию подготовки водителей грузовиков в Онтарио, учебное заведение, которое готовит водителей с середины 90-х годов. Для Марка, нашего координатора по производству транспортных средств, это не в новинку. Это его бывшее место работы, на этот раз он вернулся вместе с Оскаром, нашим директором по партнерским отношениям, которого он пригласил на эксклюзивную однодневную стажировку, чтобы тот сел за руль и попробовал свои силы в управлении настоящими американскими грузовиками. Здесь есть чему поучиться, и тем более за один день. Как думаете, Оскар справится? Тогда посмотрите новый выпуск на нашем официальном канале YouTube ниже. Ссылочка на данный видеоролик будет находиться в правом верхнем углу экрана. Мы хотели бы выразить огромную благодарность всей команде Академии подготовки водителей грузовиков в Онтарио за их теплое гостеприимство и за то, что они организовали для нас этот особенный день. Если вы находитесь в этом регионе и хотите пройти обучение, мы настоятельно рекомендуем вам посетить их официальный сайт. Не забудьте поставить лайк, оставить комментарий и подписаться, если вам понравится наш последний выпуск Saints Row. До новых встреч, продолжайте в том же духе. Южная Дакота. Прекрасный штат с разнообразным ландшафтом и богатой дикой природой. Давайте посмотрим на некоторые природные локации, которые наши дизайнеры карт создают для разрабатываемого расширения карты для American Truck Simulator. Штат Мантурашмор расположен в северо-центральной части Соединенных Штатов. Как видно на скриншотах из этих мест, ландшафт Южной Дакоты дарит поистине уникальное впечатление от вождения от бескрайних равнин с панорамным видом и на сельскую местность до холмистых местностей, пышных зеленых листов, плодородных полей и впечатляющих скальных образований вдоль дороги. В западной части штата вы окажетесь в регионе, где много густых листов и характерных гор в форме купола, известных как Black Hills. Через этот прекрасный национальный парк проходит несколько живописных маршрутов, в том числе USA-85, USA-385, USA-18 и CD-44, которые предлагают через такие красивые города, как Стрейдшис и Хот Спрингс. Двигаясь дальше на восток, вы можете выехать на межштатную автомагистраль 90, которая проходит с востока на запад, через весь штат и прилегает рядом с потрясающим национальным парком Бэдлендес, как и СД-44. Далее вы пересечете реку Миссури, которая протекает через центр Южной Дакоты и делит штат на две части. На восточной стороне находится перерерий равнин, ландшафт с широкими холмами, плоскими речными долинами и бескрайними полями подсолнухов. Вы сможете увидеть эти прекрасные места, особенно во время поездки по таким дорогам, как СД-34, СД-50, I-90 и USA-18, которые демонстрируют первозданную красоту этой местности. Мы надеемся, что вам понравится этот обзор удивительной природы Южной Дакоты. Но впереди вас ждет еще больше интересного, ведь в наших следующих публикациях мы подробно расскажем о прекрасном национальном парке Black Hills и Badlands. Если вам не терпится исследовать природные красоты этого штата, обязательно добавьте дополнение Южной Дакоты в список желаемых гостей. Также не забудьте подписаться на нас в Twitter, Facebook, Instagram, Galaxy и YouTube, чтобы быть в курсе всех последних новостей не только об этом дополнении, но и о других проектах American Truck Simulator. Или подпишитесь на нашу рассылку, чтобы оставаться в курсе удачных перевозок. Ссылочка на данный DLC будет находиться в описании данного видеоролика. Сегодня мы рады представить вам новый эпизод из серии Saints Row. На этот раз мы приглашаем вас в штаб-квартиру Ford Motor Company в Дирборне, штат Мичиган, США, где у нас была возможность увидеть и поработать с различными транспортными средствами из легендарной линейки Ford для нашего предстоящего модуля Road Trip в American Truck Simulator.
Прежде всего, мы хотели бы поблагодарить компанию Ford и всех, кто присоединился к нам в этот день, за представленный доступ к широкому спектру автомобилей, старых, новых и особенных, а также за теплое гостеприимство во время такого холодного, но очень продуктивного визита. Присоединяйтесь к Неймеру, Оскару, Марку, Матео и Ондаржею, которые делают контрольные фотографии, видео и аудиозаписи различных автомобилей Ford. Им также удалось встретиться и пообщаться с Мэтью Курчаком, координатором по автомобилям Ford Performance Parts, и Мэтью Ливером, специалистом по разработке продуктов в Ford Motor Company, которые любезно предоставили нам свой Ford Bronco для записи контрольных материалов для нашего следующего модуля автопутешествия. Полный выпуск можно посмотреть ниже. Ссылочка на данный видеоролик будет находиться в правом верхнем углу экрана. Мы надеемся, что вам понравился этот выпуск. Еще раз выражаем огромную благодарность Ford, благодаря которому все это стало возможным. Не забудьте благодарить его, подпишитесь на него в Facebook и Instagram. Не забудьте подписаться на нас в Facebook, Instagram, Blacksea и YouTube, чтобы не пропустить ни одного нового выпуска CSS Road. Мы будем очень признательны, если вы подпишетесь на нашу рассылку, чтобы оставаться в курсе событий, даже если вы не можете следить за блогом или нашими социальными сетями. До встречи в пути. Ссылочка на данное DLC будет находиться в описании данного видеоролика. Продолжая наше путешествие по грядущему дополнению Луизиана для American Truck Simulator, сегодня мы ближе познакомимся с одним из крупнейших городов штата Шерифпортом. Этот оживленный город, расположен в северо-западной части Луизианы, предоставляет собой удивительное сочетание культуры, истории и промышленности. Мы рады представить его нашим игрокам. Своим обликом Шерифпорт во многом обязан расположен на берегу Ред Ривер. Грузовики, выезжающие в город, пересекают несколько ключевых мостов, в том числе один из самых узнаваемых железнодорожных мостов в регионе — Шерифпорт, через центр которого протекает река, является живописным и удобным транспортным узлом для торговли. Проезжая мимо, вы сможете увидеть несколько самых знаковых достопримечательностей Шерифпорта. На горизонте города возвышаются отели и курорты, выходящие на набережную, что придает ему особый вид. В центре города вы найдете общественные и культурные достопримечательности, такие как большой конференц-центр, известное здание суда и известные финансовые учреждения. Для тех, кто ищет развлечений в Шерифпорте, есть несколько речных курортов и казино, каждый из которых отличается уникальной архитектурой и красочной ночной подсветкой. Кроме того, семьи и гости города часто собираются в городском центре популяризации науки, где находится знаменитый планетарий в форме купола. Шерифпорт также известен проведением крупных спортивных мероприятий и концертов. Водители грузовиков, проезжающие через южную часть города, могут заметить футбольный стадион, на котором проводятся крупные игры и ежегодные мероприятия, а также расположен недалеко многофункциональный комплекс, который служит домашней ареной для местной хоккейной команды. Конечно, такой город, как Шерифпорт, это большое, чем просто достопримечательности. В American Truck Simulator игроки найдут множество складов, разбросанных по всей территории, а также гараж для тех, кто хочет расширить свою деятельность по перевозке грузов в Луизиане. Мы с нетерпением ждем, когда вы сможете лично познакомиться с Шерифпортом в нашем грядущем дополнении Луизиана. Пока следите за обновлением в блоге, пока мы продолжаем изучать города, отрасли и дорожную сеть, которые ждут вас в штате Пеликан. А пока не забудьте добавить дополнение в свой список желаемых в Steam и подпишитесь на нас в Twitter, Instagram, Facebook, Blacksea и TikTok. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать больше закулисного контента, тизеров и анонсов. Ссылочка на Луизиану будет находиться в описании данного видеоролика. Несколько недель назад мы опубликовали пост в блоге о Курине, город на севере Швеции, который будет воссоздан в грядущем дополнении Nordic Horizons для Euro Truck Simulator 2. С тех пор мы узнали несколько интересных фактов. 113-летнюю деревянную церковь в Курине перенесли из-за расположенной неподалеку подземной шахты. Мы решили, что
этот невероятно реальный трюк заслуживает более пристального внимания, поэтому сегодня мы расскажем вам историю этого удивительного перемещения и о том, как мы быстро решили отразить его в игре. Курина известна, помимо прочего, тем, что здесь находится крупнейшая в мире подземная шахта по добыче железной руды. Как мы уже упоминали, это масштабное место появится в виде склада в грядущем обновлении карты. Это будет наш первый подземный склад в ETS 2. Однако продолжающееся расширение рудника поставил под угрозу некоторые районы города, в том числе его самую знаковую достопримечательность – деревянную церковь, построенную в период с 1990 года по 1912 года и когда-то признанную самым красивым зданием Швеции. Чтобы сохранить наследие города, был построен новый центр, тщательно отреставрированный и перестроенный на новое место исторической часовой башни. Следующим шагом стал еще более амбициозное мероприятие – перенос церкви весом 172 тонны. После нескольких месяцев подготовки и проверки безопасности церковь была перевезена в августе голландской логистической компанией Маменtoyet в целости и сохранности. Она преодолела около 5 километров по стальным балкам, которые везли два состава из 28 осных самоходных модульных транспортеров в течение 2 дней. Переезд церкви шириной почти 40 метров была выдающимся инженерным достижением, потребовавшим предварительного расширения даже дорог. Благодаря тщательному планированному церковь успешно добралась до своего нового дома. Ссылочка на данный видеоролик будет находиться в правом верхнем углу экрана. Мы не могли оставить без внимания такое невероятное достижение и понимали, что его нужно отразить в игре. Наша исследовательская группа собрала визуальные планы нового участка, что позволило нам создать прототип местности и определить место для церкви. Затем наша талантливая команда по работе с ресурсами создала модуль, а дизайнеры карт обновили город Курина, добавив в него новую достопримечательность. Весь процесс занял около 7 дней, и теперь это историческое событие представлено в Евротрак Simulator 2. Мы рады, что смогли перенести церковь до выхода следующего обновления карты, чтобы она могла блистать в своем новом доме в игре. Если вы хотите сами исследовать Курину, то обязательно добавьте дополнение Norris Horizon в свой список желаемого в Steam. Следите за новостями об этом дополнении, подпишитесь на нас в Twitter, Facebook, Instagram, Belxi и YouTube, или оформив подписку на нашу рассылку. До новых встреч, увидимся в пути. Ссылочка на данный DLC будет находиться в описании данного видеоролика. Дорогие друзья, желаете меня поддержать? Вы можете оформить подписку на Boosty или ВК Донат. Вы сможете увидеть файлы моменты с прохождения, также прохождение уникальных игр, расписание видеороликов, доступ к закрытому телеграм-каналу, где будет реал-контент. Прямо сейчас есть 20 бесплатных мест, так что успейте написать мне в ЛС ВК, ссылочка находится в описании данного видеоролика. Ну что ж, дорогие друзья, переходим к платформе Trackers MP. Первый конвой на сегодня называется «Поезд сентября желтого в защиту жизни». Компания Экспресса Бармар выполняет специальный поезд с тематикой «Сентябрь желтый» в защиту жизни. Мы пройдем красивейший маршрут в середине сценария, вдохновляющий, подчеркнув важность укрепления жизни и осведомленности о психическом здоровье. Каждая деталь этого события была продумана, чтобы вы получили не только забываемые впечатления от поезда, но и времени для размышлений, единой ради этой причины мы так значительно. Дата: воскресенье, 28 сентября 2025. Сервер: Симулятор 1, резерв, USA Симулятор. Время встречи 20:00. Время отправления 21:00. Маршрут будет отклонен в соответствии с маркировкой карты маршрута прилагается. Место отправления: Страсбург, Франция. Место прибытия: Росток, Германия. Будьте осторожны, чтобы передохнуть. Будет остановка, чтобы передохнуть. Мы рекомендуем переходить с грузовиком и прицепом в желтом цвете или с деталями желтого цвета. Перенесите без повреждений и с полным бак. Призрачный экспресс. Сентябрьский выпуск номер 25.
Призрачный экспресс был основан 10 июня 2020 года и возрожден 10 июня 2023 года. Призрачный экспресс с целью создания сообщества, в котором многие люди могли бы чувствовать себя как дома. Прошло больше года, и эта цель была достигнута. С каждым днем мы работаем все больше и добиваемся всего большего прогресса, чтобы продолжать улучшать то, что доступно более чем 100 участникам. Мы работаем вместе с нашими сотрудниками и участниками, чтобы гарантировать, что качество нашей продукции соответствует ожиданиям всех участников Призрачного экспресса. Начиная с наших собственных модификаций, мини-игр, событий и многого другого, с учетом всего вышесказанного, добро пожаловать в Призрачный экспресс, сентябрьское издание номер 25. Мы надеемся, что вам понравится проводить время за рулем вместе с нами. Место отправления — Лонгвью, Техас. Конечная точка — Далхарат, Техас. Время встречи — 17:00 по Гринвичу. Время отправления — 18:00 по Гринвичу. Прокатитесь в честь 3-й годовщины. В понедельник, 29 сентября 2025 года, мы будем отмечать 3-летию Driving Along. В будущем мы планируем сделать для Driving Along много интересного, и на этом мероприятии будет много интересных планов. Мы будем планировать реальные операции для этого мероприятия. Мы делали то же самое в прошлом году, и поскольку мероприятия оказались действительно успешными, мы планируем провести его снова. Дата — понедельник, 29 сентября 2025 года. Начальная локация — Клуж-Напока. Конечная локация — Бухарест, город. Время встречи — 17:00 по Гринвичу. Время отправления — 18:00 по Гринвичу. Экспресс Золотой Феникс номер 133. Экспресс Золотой Феникс — это активная, дружелюбная, профессиональная семья ВТС, исследующая дороги GTS-2 и АТС. Мы фокусируемся на том, чтобы быть активными в сообществе Trackers MP, посещая множество общественных мероприятий каждую неделю, а также устраивая наши собственные популярные еженедельные автоколонны. Присоединяйтесь к нашему следующему еженедельному автопробегу. Погрузитесь в этот захватывающий опыт, когда мы будем исследовать живописные города, отправимся с протаренной дороги навстречу неизведанным приключениям и прокатимся по шоссе навстречу закату. Ознакомьтесь с остальной частью этой страницы, чтобы получить всю необходимую информацию. Мы скоро увидимся с вами. Первый официальный конвой Roadmont Logistics. Компания Roadmont готовит провести свой первый официальный автопробег в ВТС на Trackers MP, который положит начало множеству совместных поездок. В мероприятии примут участие водители со всей сети, которые подправятся из Ньюкасла с шиком проедут весь путь до Гамбурга. Колонна продемонстрирует командную работу, профессионализм и веселье, которые являются отличными чертами ВТС от Roadmont. Благодаря хорошему спланированным маршрутам, четкой координации, повышенному вниманию и комфорту, водители — это знаменательного события не просто поездка, а основа нашей общей идентичности, как растущего сообщества. Ньюкасл — это место, где начинается наше путешествие, а Гамбург, крупный центр международной логистики, является пунктом назначения, символизирующих стремление Roadmont стать сильнее, расширить связи и повысить узнаваемость в Trackers MP. Этот первый официальный конвой запоминается как начало истории на дорогах, и каждый водитель, принявший в нем участие, станет частью этой истории. Касторнш Trackers конвой UKL, сентябрь 2025. Привет всем! Мы рады пригласить вас на наш Касторнш Trackers. Это мероприятие будет организовано Касторнш Trackers, и мы вместе проводим по впечатляющим европейским дорогам в Trackers MP. Город Инсио, город Лиягада, DLC не требуется, сервер USA Simulator. Принц Logistics, октябрьский конвой 2025.
Prince Logistics — это англоязычный виртуальный транспортный центр, в котором состоят участники со всего мира. Наша история началась 13 апреля 2019 года, когда мы решили заменить сообщество Trackers MP. Наша цель — создать уникальное сообщество, которое продолжит нашим водителям лучший опыт в виртуальном вождении грузовиков. Prince предлагает разнообразные конвои в ETS и ATS, и мы соблюдаем баланс между зонами DLC и разными часовыми поясами, чтобы обеспечить конвой для всех наших водителей. Наши требования к активности невысокие. Таким образом, мы недавним на наших водителей и обеспечим всем увлекательный опыт. Дата 1 октября 2025 года. Время встречи 17:30 по Гринвичу. Время отправления 18:00 по Гринвичу. Место встречи Янина, Вилко, Греция. Пункт назначения Каламата, Левко, Греция. DLC, Греция. Сервер симуляции 2. Общественный конвой номер 28. Добро пожаловать на 28-е публичное мероприятие. Почему вы не присоединяетесь к нам и не прокатитесь с нами по Литве, Латвии и Эстонии? Дата 21 октября 2025 года. Время встречи 19:30 по британскому летнему времени, 20:30 по центральному европейскому летнему времени. Время отправления 20:00 по британскому летнему времени, 21:00 по центральноевропейскому летнему времени. Игра Евротрак Симулятор 2. Сервер симуляции 2. Парковка Слоты Вильнюс. Пункт назначения Эстонская газета Кунда. DLC за Балтийским морем. Открытие конвоя. Наш проект стартовал 15 июля 2025 года. 17 июля мы создали ВТС и начали искать партнеров, расширяя свое присутствие. Этот день имеет для нас особое значение, поскольку наш открывающий конвой знаменует завершение нашего проекта официальное открытие для публики. Наша управленческая команда провела обсуждение и решила провести церемонию открытия 2 октября в особый день. Дата 2 октября 2025 года. Время встречи 11:00. Время отправления 12:30. Отправление Кале. Пункт назначения Матгейм. Сервер Аркада. Управление конвоем. Да. Первый официальный конвой Ронтон Логистикс. Ронтон Логистикс, первый официальный конвой. 3 октября компания Ронтон Логистикс проведет свой первый официальный автопробег, что станет важным выходом для нашего растущего сообщества. Мы встречаемся в РЛТ-лог в Женеве. Встреча начнется в 18:00 по центральноевропейскому летнему времени. Отправление ровно в 18:30 по центральному европейскому летнему времени. Маршрут пролегает через живописные швейцарские Альпы, захватывающий дух горные дороги и красивые пейзажи, а затем спускается в Италию и заканчивается в ИК Бонганс в Милане. Это мероприятие не просто за поездку, это праздник нашего командного духа, возможность создать воспоминания и выступить единым фронтом. Независимо от того, являетесь ли вы опытным водителем или новичком в конвоях, мы приглашаем вас присоединиться к этому историческому событию. Вас ждет слаженная координация, потрясающие виды и незабываемый конвой. Не упустите возможность стать частью истории Ронтон Логистикс. До встречи в пути. Конвой для перевозки лобстеров номер 1. Это первый рейс, знаменуя собой начало нашего пути в качестве ВТС. Присоединяйтесь к нам, чтобы насладиться же плавным и живописным профессиональным ходом, пока мы с размахом отмечаем запуск нашего флота. Мы рады всем, независимо от того, и представляете ли вы ВТС или вступите в одиночку, для вас найдется место. Название, дата 3, 10, 25. Встреча 18:00. Отъезд 19:00. Сервер, Event сервер. Игра Евротрак Симулятор 2. Стартовый город Абердин. Пункт назначения Плимут. Расстояние по маршруту 698 милли. Первая годовщина. Мы рады приветствовать вас на нашем первом юбилейном мероприятии. Мы очень рады пригласить вас на специальное мероприятие в честь нашей первой годовщины. Это знаменательная дата, связанная не только с пройденным нами расстоянием, но и с сообществом, которое мы создали вместе. Наши страсти и преданность делу сделали это путешествие незабываемым, и мы хотим отпраздновать его вместе с вами.
3 октября 2025 года. Сервер симуляции 2. Встреча в пятницу в 20:00 по южноафриканскому времени. Отправление 21:00 по южноафриканскому времени. Игра Евротрак Симулятор 2. DLC не требуется. Из Лондона Кому Абердин. Расстояние 970 километров. Примерно 1 час 10 минут. Октябрьский конвой Nexon Logistics номер 61. Мы рады пригласить вас на наш 61-й ежемесячный конвой Nexon Logistics в октябре, и мы будем рады вашему присутствию на мероприятии. Мы будем очень признательны, если вы отметите его своем присутствии на мероприятии, чтобы мы могли провести его на высшем уровне. Присоединяйтесь к нам в наш 61-му ежемесячном конвоем Nexon Logistics 4 октября 2025 года, и мы отправимся в живописное путешествие по Северной Европе. Мы отправимся из Берлина и будем ехать по красивым шоссе и оживленным городам, направляясь к месту назначения в порт Амстердама. Этот маршрут обещает ровные дороги, захватывающие дух пейзажа и немного реализм для всех любителей конвоев. Дата 4 октября 2025 года. Время встречи 12:00. Время отправления 13:00. Отправление Берлин. Пункт назначения Амстердам. Сервер Nexon Logistics. Октябрьский конвой номер 61. Next Guard Logistics Всемирный день животных. Nexter Guard Logistics Всемирный день животных. 4 октября весь мир объединяется, чтобы почтить память животных и позаботиться о них. Компания Nexon Guard Logistics тоже хочет выразить свое уважение, ведь животные, как и наш грузовик, заслуживают заботы, защиты и внимания. Вот почему в Международный день защиты животных мы отправляемся в путь со специальным автопробегом. Давайте поедем вместе не только ради любви к грузоперевозкам, но и для того, чтобы привлечь внимание к проблемам всех животных, которые делят с нами эту планету. Дата пятница 4 октября. Начальный город Роттердам. Конечный город Мангейм. Время отправления 17:00 по Гринвичу. Отправление 17:30 по Гринвичу. Сервер симуляции 2. Берите свой лучший грузовик, хорошее настроение и отправляйтесь в путь, чтобы сделать что-то значимое. Вместе мы заставим этот конвой реветь громче любого двигателя ради животных. Приглашение на юбилейный конвой. Уважаемые женщины, водители и водители, дорогие друзья широких дорог Европы, наконец-то настало время. Отмечаю свое 4-летие, знаменательное событие, полное приключений, командного духа и бесчисленных совместных миль. По этому особому случаю мы приглашаем вас присоединиться к нам в незабываемый Нордис Конвой, который станет не только праздником дороги, но и праздником дружбы. Наше путешествие приведет нас через впечатляющие пейзажи северных стран, где бурные берега, скалистые утесы и бесконечные фьорды создают идеальные условия для этого праздничного дня. Отправная точка. Акурьери, Исландия. Мы встретимся в большом карьере недалеко от Акернесия, в окружении потрясающих природы. Здесь начинается наша торжественная колонна. Пожалуйста, приходите вовремя, чтобы расслабиться и не пропустить большое групповое фото. Пункт назначения. Кефлавик, Исландия. Наше путешествие заканчивается в живописных гавани Клефлаг, куда мы прибываем после впечатляющего путешествия по диким пейзажам Исландии. Там нас ждет совместная заключительная фотография, уютная беседа и, конечно же, торжественный момент, когда мы вместе выпьем за еще много лет системной логистики на международном уровне. Чего ожидать? Живописный сказочный маршрут через Северную Исландию. Гармоничный, профессионально управляемый конвой с четкими правилами и спокойной манерой вождения. Многочисленные возможности для скриншотов и памятных картинок. Вечер, наполненный общением, весельем и настоящей атмосферой. План-график. Дата 4.10.2025 года. Встреча 20:00. Отправление 21:00. Примечание для участников. Пожалуйста, убедитесь, что ваш грузовик полностью заправлен и готов к работе. Разрешенный трейлер, шторки,
кулеры и сушилки. Униформа, скины приветствуются, но и не являются обязательными. Хорошее настроение просто необходимо, поэтому, чтобы мы отмечаем не только юбилей, но и большую семью на международном уровне. Присоединяйтесь к нам в этом особом туре по мистическому миру Крайнего Севера, и давайте вместе напишем следующую главу в истории. Официальный конвой ЕТС-2, октябрь 2025. Запланирован наш официальный октябрьский автопробег 2025 года, и вы все приглашены. В этом месяце мы отправимся в Яссы, Румыния, а затем в Эдирне, Турция. Мероприятие состоится 5 октября 2025 года в 17:00 по всемирному координированному времени. Ориентировочное время в пути 90 минут, возможно чуть больше, если вы едете в хвосте. Перерыв не запланирован, но вы можете остановиться в безопасном месте, если вам это необходимо. Вы можете узнать время отправления в нашем часовом поясе по этой ссылке. Вы можете припарковаться на любом стоянке в Яссах, с зоны, где нет риска столкновения. В зависимости от требуемой пропускной способности, мы можем перекрыть доступ к некоторым компаниям с помощью знаков и ограждений, поэтому убедитесь, что вы направляетесь в открытую компанию. Здесь достаточно места, пожалуйста, не паркуйтесь на тротуарах. Что касается места назначения, команда организаторов подскажет, в какой компании можно припарковаться. Ну что ж, дорогие друзья, вот такая новостная неделя была. Надеюсь, она вам понравилась. С вами был, как всегда, я, Михаил, с канала Пейкмейкер. Не забудьте выполнять действия, которые видите прямо сейчас на наших экранах. Лайк, колокольчики и подписка на канал. Всем пока.